Здравствуйте! В сегодняшнем уроке мы поговорим с вами о фундаментальном анализе. Фундаментальный анализ отвечает на вопрос о причинах изменения стоимости финансовых активов. Причины, которые влияют на динамику стоимости, можно разделить на две основные группы. Первая группа – это новостной фон, который влияет на динамику цен, и динамика и состояние развития национальной экономики, активы которой представлены на рынке. Новостной фон можно отметить как геополитическая ситуация, наличие торговых противоречий между крупнейшими экономиками мира, которое может вылиться в торговые войны, выступления представителей финансовых властей, а также действия центральных регуляторов, центральных банков стран. В качестве примера можно рассмотреть два наиболее ярких случая за последние годы, которые привели к существенным колебаниям на валютных рынках. Первый случай – это так называемый шторм на валютном рынке, который произошел 15 января 2015 года в результате неожиданного решения Швейцарского национального банка отпустить национальную валюту. Предыстория вопроса следующая. В 2011 году швейцарский банк, а точнее 6 февраля 2011 года, национальный регулятор жестко привязал курсовую стоимость швейцарского франка к евро, зафиксировав ее на отметке 1,2, дабы избежать чрезмерного укрепления франка. Однако через 4 года, 15 января 2015 года, регулятор неожиданно для рынков отменил свое предыдущее решение. Швейцарский франк, традиционное прибежище для капиталов в условиях высокой турбулентности и рассматриваемый как традиционная защита финансовых активов, стал причиной максимальной турбулентности на валютных рынках за последние несколько лет. В течение дня после отмены привязки курса франка к евро, валюты других стран изменили свою стоимость относительно швейцарского франка на десятки процентов. Как видно на предлагаемом графике, который взят с нашей торговой системы, в этот день максимальная цена курса швейцарского франка к американскому доллару находится на отметке 1,2. Минимальная цена менее 73. То есть разница цен превышает 28%, и все это случилось в течение одной торговой сессии. Чтобы как-то компенсировать свое решение, Центральный банк принял решение о понижении процентной ставки с минус 0,25% до минус 0,75%. То есть за право держать свои активы в швейцарской валюте теперь приходится еще больше доплачивать национальному регулятору. Однако швейцарский банк недооценил тот спекулятивный навес, который сформировался на финансовых рынках к тому моменту, и реакция рынка даже для него стала неожиданно резкой и чрезмерной. Слишком велико было доверие к швейцарскому регулятору, и в короткой позиции, то есть люди, которые продавали швейцарскую валюту, ожидая снижения ее курса относительно других валют, было достаточно велико, и вся эта масса в результате резкого обвала цен вылилась на рынок и привела к столь существенному снижению котировок и чрезмерному укреплению швейцарской валюты. Второй случай произошел в июне 2016 года, это так называемый Brexit. 23 июня в Великобритании состоялся референдум по вопросу о выходе страны из Евросоюза. Вопреки ожиданиям большинства наблюдателей, аналитиков, итоги референдума оказались неожиданными и привели к принятию решения о выходе страны из Европейского Союза. За сохранение членства своей страны в ЕС высказалось чуть больше 48% избирателей в этот день, а против, за выход страны из Евросоюза, высказалось чуть меньше 52%, то есть перевес небольшой. Однако в результате этого решения мы видим на графике курса британской валюты к американскому доллару, что начав день на отметке 1,49,9, то есть практически полтора, за каждый британский фунт давали $1,5. Минимальные цены этой торговой сессии находятся на отметке 1,32. То есть разница котировок на начало дня и минимальных цен этой торговой сессии превышают 11%, достигая почти 12%. Вы можете себе представить, какие финансовые потери понесли участники рынка в этот день. Я думаю, что было немало людей, которые потеряли свои активы, но думаю, что тех, кто смог на этом заработать, считанные единицы.
Вот эти два приведенных случая указывают на то, что на рынке необходимо учитывать все возможные варианты, и при ведении своей торговли необходимо придерживаться принципов риск-менеджмента, так называемого, или money-менеджмента, то есть оптимальное соотношение риск-доходность. Есть люди, которые, как гусары, любят рубить с плеча, пан или пропал, но, как показывает практика, наиболее успешными являются достаточно осторожные и просчитывающие свои действия участники торгов. В результате торгов в этот день котировки опустились ниже отметки 1,35, что являлось минимальным значением с 1985 года. То есть, получается, за 30 с лишним лет котировки опустились до минимальных цен, минимумы за 30 с лишних лет. Таким образом, мы видим, что вот эти два приведенных случая говорят о существенном воздействии на стоимость финансовых активов неожиданных событий. Кроме этого, есть еще и другие события, которые ожидаются рынками, и о которых мы поговорим в следующем уроке. Это так называемые действия центральных банков по программам количественного смягчения, повышения, понижения ставки. Как правило, показывает практика, реакции рынков на эти события существенно меньше. Однако в течение буквально нескольких дней изменения стоимости одних валют относительно других могут достигать нескольких процентов. На этом на сегодня все. Встретимся с вами на следующем уроке.